Всем привет! Сегодня мы смотрим на Galaxy S10. Юбилейный Galaxy от Samsung, и сразу скажу, классный, симпатичный, тонкий, но довольно обычный. Обычный лучший телефон. В общем, не все здесь так однозначно, нужно же вас как-то заинтриговать. И еще кое-что. Если кто-то из вас хочет такой же Galaxy S10, абсолютно новый и бесплатно, то нужно поставить этому видео лайк, оставить любой комментарий и подписаться на канал. Все условия есть в описании. Подведем итоги в прямой трансляции в нашем инстаграме через пару недель. Как только смартфон начнет продаваться, мы его подарим одному из наших подписчиков. А теперь к обзору. Линейка Samsung Galaxy S ежегодно с 2010 года представляет эталонные флагманы на Android. Каждая модель старается выделяться на фоне конкурентов, что как бы очевидно. Так, в 2015 году Galaxy S6 стал первым смартфоном с изогнутым дисплеем. Тогда же впервые показали увеличенную версию S6 Plus. Затем в 2017 году компания представила действительно безрамочный флагман со скругленными углами и без выреза в экране Galaxy S8. И вот 2019 год на дворе, Samsung нужно опять удивлять. Ну и получилось ли? На собственной конференции для разработчиков в конце 2018 года Samsung презентовала серию новых дисплеев, один из которых получил название Infinity Flex, складной дисплей, и, естественно, такие технологии массово придут к нам в течение пары лет, но основной флагман все еще не складной. Но Samsung никто не помешал показать прототип такого смартфона. Galaxy S10. В этот раз он доступен в трех вариациях: S10, S10 Plus и как бы конкурент iPhone XR S10e. Начнем с внешнего вида. По-прежнему, с первого взгляда можно понять, чей это флагман. Сзади стекло, горизонтальное расположение сенсоров камеры, в S10 и S10 Plus тройная, в S10e двойная. Сканера отпечатков нет, потому что теперь он встроен в экран. Мы уже много раз говорили про сканеры под стеклом. Технология интересная, ее обкатывают, она совершенно не идеальная. Так было раньше. Теперь я вам ответственно заявляю, что в Galaxy S10 лучший и самый быстрый сканер, что есть под стеклом, потому что он работает крайне точно, он удобный, он быстрый. Да, не быстрее обычных сканеров, но тем не менее для такой технологии супер. Мне понравилось. Плюс было интересно посмотреть, как ведут себя приложения, где нужно авторизоваться через отпечаток. RGD, например, выглядит вот так. Ну что сказать, Samsung молодцы. Одно «но» есть. Защитное стекло вы не поставите, а вот с пленкой работать будет. С другой стороны, сканер многим просто не понадобится, так как здесь есть распознавание по лицу в камере спереди, которая встроена в вырез в дисплее. Вообще дисплей — это отдельная история, он и раньше был почти безрамочным, а теперь он занимает еще больше поверхности, поскольку под него не только ультразвуковой сканер отпечатков пальцев встроили, но и датчик приближения. Отказаться от выреза в экране позволила технология Infinity O. В правый верхний угол поместили круглое отверстие под камеру. В случае со старшей версией уже овал, так как там она двойная. И давайте быстренько обсудим фронталку. С камерами не все просто. В S10 и S10e она одна 10 мегапикселей, Dual Pixel, апертура 1.9. В S10 Plus есть вторая на 8 мегапикселей для измерения глубины резкости и портретных снимков со светосилой 2.2. Вы только посмотрите, какую анимацию сделали. Все это происходит, пока вы не разблокировали телефон, то есть еще как индикатор работает. Симпатично. S10 снимает на переднюю камеру неплохо, угол можно использовать широкий или условный 35 мм, снимает-то неплохо, но сильно хуже третьего пикселя. Хотя при всем при этом просто невероятно точно и классно работает распознавание по лицу в любое время суток. Учитывайте, что это один глазок, а не целая куча, как в айфоне. Круто, молодцы, особенно на фоне S9, где распознавание по лицу работало ужасно. Естественно, по меркам 2019 года. Возвращаемся к дисплею. Это теперь не просто Super AMOLED, как было всегда. Samsung его серьезно улучшили. Во-первых, первый дисплей с поддержкой технологии HDR10+, и динамическим отображением тонов. Так звучит официальное заявление. Такой контент стоит искать на YouTube, Amazon Prime или Netflix. Во-вторых, цветовую гамму расширили на 36% в сравнении с SDR. В-третьих, это очень яркий дисплей, он стал на 14% ярче, чем прошлое поколение, и сейчас это целых 800 нит. Наверное, самый яркий дисплей среди телефонов, можно как фонарик использовать, ну и в целом несколько дней им пользуюсь, даже на диком солнце все прекрасно видно. Четвертое, на 41% снизили излучение синего цвета, то есть, во-первых, AMOLED не синит, во-вторых, добавили автоматический режим, который изучает ваши привычки, смотрит, как вы пользуетесь телефоном и подбирает нужные тона. У всех трех моделей установлен новый дисплей, разница лишь в размерах и разрешении. В S10 это 6,1 дюйма, в S10 Plus 6,4 с Quad HD Plus разрешением, в S10e 5,8 дюйма Full HD Plus. У всех соотношение сторон 19 к 9. Защищает экран стекло Gorilla Glass 6.
Но если и его вам недостаточно, то порадуйтесь, в комплекте идет защитная пленка и чехол. Отдельно на старте продаж будут доступны фирменные силиконовые и кожаные цветные чехлы, цветов много и все они классные. Я отдельно хочу выделить кожаные чехлы, они капец какие тонкие, айфоновские даже не близко и не рядом. Могу официально заявить, это лучший чехол, который я когда-либо держал в руках. Я, конечно, не знаю, как он износится, но вот по первым ощущениям просто охренительно тонкий и охренительный тактильно. Силиконовые такие же классные, но пыль собирают. Корпус. Внизу классический набор Type-C, динамик, разъем, мини-джек. Блин, 2019 год, а тут джек есть. Это ли несчастье? На левую сторону переехали кнопка питания, качелька громкости, справа кнопка вызова Bixby, наверху гибридный слот под сим-карты или карту памяти, и могли бы сделать отдельные слоты. Второй — это по-прежнему microSD, а не nano-SD, как Huawei. Ну и сразу, важная претензия. Сколько лет прошло, а лотки у всех Galaxy сделаны из говна. Пластиковые и стрёмные. Ну посмотрите вы, что ли, как Apple делает. Алло! Корпус по-прежнему защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Фирменный цвет всей линейки перламутровый. Он есть для всех версий Onyx, Aquamarine и Citrus, только для S10e. Черная и белая керамика у специальной версии S10 Plus с 1 терабайтом встроенной памяти. То есть теоретически можно будет различать устройство только по цвету. В плане маркетинга это грамотное решение. Аккумулятор в S10e 3100 мАч, в S10 всего 3400 мАч, а вот в S10 Plus уже 4100 мАч. По факту объем вырос в сравнении с S9. Но к гадалке не ходи, чтобы понять, что S10 будет разряжаться быстрее всех. Новый дисплей вряд ли ест меньше заряда. Хотя тут не обошлось без искусственного интеллекта. Производитель обещает, что ИИ анализирует использование приложений, закрывая лишние и переводя автоматически устройство в режим энергосбережения. Проверим. Но если у вас приложение вылетело, то это ИИ сработал. Знайте. Что касается способов зарядки, помимо привычного проводного через Type-C поддерживается беспроводная 12-ваттная. Кроме этого доступна реверсивная беспроводная зарядка, то есть можно заряжать другие смартфоны от S10. Вместе с новыми флагманами корейская компания представила ряд аксессуаров. Первый — новая станция для беспроводной зарядки. Можно заряжать телефон и часы, а можно 2 телефона. Один стенд с Fast Charge 2.0, второй с первым поколением. Выглядит классно, пыли собирает меньше, чем прошлое поколение. Но, охлаждение активное никуда не делось. А я знаю, что это больно, так как если эта штуковина стоит у кровати, ночью от шума вы с ума сойдете. Проходили именно с зарядками Samsung. Следующий аксессуар — внешний аккумулятор на 10 тысяч мАч с Type-C и также возможностью беспроводной зарядки. Таких на рынке уже полно, и конкретно этот не удивил, так как, чтобы телефон начал заряжаться по Qi, нужно нажимать кнопку. Здесь корейцы не придумали ничего. Ну и самое главное, Type-C работает только на вход для зарядки самого банка. И это как-то совсем не современно, ребята. Опять CAS-10. В качестве процессора для европейского рынка во всех моделях используется фирменный 8-ядерный Exynos 9820. Оперативная память 6 ГБ в младшей, 8 в средней и 8 или 12 в старшей версии. Последний вариант доступен только в специальной модели в керамическом корпусе с 1 терабайтом встроенной памяти, ну и для остальных объем 128 ГБ. Расширить можно карточкой на 0,5 терабайта, и в ограниченном тираже получается в сумме 1,5 терабайта встроенной памяти. Один вопрос: зачем? Ну пусть будет. В принципе, звучит неплохо. Что касается версий для Китая и США, там будет Snapdragon 855, новейший. Ну и скорее всего он будет работать лучше, чем Exynos. Хотя у моделек для США и Китая есть свои огромнейшие минусы. На этот счет куча роликов есть, и, возможно, мы это еще раз обсудим, когда будем делать полный обзор на этот S10 и S10 Plus. Что тут у нас по мощности? Сейчас S10 набирает в Antutu 326 тысяч баллов, и 4500 и 10 500 в Geekbench 4. Напомню, это обычный S10. Что будет в версии с 12 гигабайтами оперативки, я пока не знаю, но в целом показатель как у Apple A12. Как вы понимаете, устройство очень мощное, в играх проблем не должно быть, но на троллинг телефон я еще не проверял, так как это все же предпродажный сэмпл, да и система работает иногда с глюками, вылетают приложения, бывает такое. Но исправят. Кстати, под вырез оптимизированы только стандартные приложения, у сторонних не все так красиво выглядит. Что касается софта, из коробки S10 работает на Android Pie с фирменной оболочкой One UI. О ней позже стоит рассказать подробнее, так как компания произвела существенные доработки в оболочке, сделав ее более минималистичной и сильно удобней. Вот честно, меня прям порадовало. Новые иконки, новый интерфейс в целом. Но главная фишка — все элементы расположены внизу экрана, чтобы можно было пальцем достать. И это реально удобно. Можно также поменять кнопки местами или включить жесты. А еще при первоначальной настройке телефона здесь стояло крайне мало приложений, что удивительно и как-то даже приятно.
Ах да, новые селфи-модзи. Таким образом работают селфи-моди. С мемоди от Apple не сравнится вообще ни в какую, потому что, совсем плохо. Заодно послушайте, как в Galaxy S10 работает микрофон. Ну и вообще, в одном из роликов мы вас спрашивали, хотите обзор на One UI? Ставьте лайки. Не набрали нужную сумму? Давайте еще раз. 60 тысяч лайков и будет вам обзор. Go! Еще один вопрос. Связь. Samsung никогда не экономили на связи, потому что ставили, наверное, одни из лучших антенн, которые были крайне мощные. И теперь Wi-Fi на 20% быстрее, потому что поддерживает новый стандарт 802.11ax вместо AC. Только теперь он называется Wi-Fi 6, то есть был типа Wi-Fi 5, стал 6, но официально. Есть также поддержка технологии MU-MIMO, Bluetooth 5 версии. 5G не завезли конкретно в этот S10, возможно, будет в какой-то другой версии, у меня точной информации нет, но надеемся и ждем. Но LTE сам по себе стал быстрее, теперь работает со скоростью до 2 гигабит в секунду. Теперь говорим про звук. На этом стоит остановиться подробнее, потому что здесь Dolby Atmos 3D, он достаточно громкий, естественно, стерео. И давайте сравним с iPhone XS Max. Сначала играет iPhone. Теперь Samsung. Что можно сказать? Звук реально отличается, но он хороший и тут, и там. Я бы сказал, что в Samsung посочнее, в iPhone как-то пошире. Но в целом отличный звук, и, наверное, впервые он на уровне с iPhone. Это, кстати, был альбом Backstreet Boys DNA. Крайне рекомендую. Напоследок оставили мы самое интересное — камеры. Начнем снизу. S10e оснащен основной двойной камерой. Первый глазок широкоугольный, разрешением 16 мегапикселей, светосилой 2.2. Второй основной с переменной диафрагмой от 1.5 до 2.4. Оптической стабилизацией, поддержкой Dual Pixel с разрешением 12 мегапикселей. В S10 и S10 Plus также два глазка, но есть и третий телеобъектив с оптической стабилизацией, разрешением 12 мегапикселей и светосилой 2.4. Такой набор камер позволяет делать снимки с широким 120-градусным углом, приближать их в 2 раза, снимать видео со стабилизацией, сравнимой с экшн-камерами. Искусственный интеллект не забыли, добавив различные сцены распознавания и ночной режим. Сверхзамедленные видео теперь можно редактировать, и продолжительность их записи в разрешении HD увеличена в 2 раза. Помощник Bixby в камерах научился быстрее распознавать вещи и покупать их на Яндекс.Маркете. В целом Samsung сильно над камерами поработали, и это, если не лучшая камера на сегодня, то одна из. По крайней мере, по первому впечатлению. Сравните фотки. Это днем, iPhone XS, Pixel 3 и S10. А теперь ночные. Даже здесь S10 немного лучше пикселя, и это как-то круто. Ну и вот вам еще несколько примеров на S10. Раз, два, три. В любом случае, в полном обзоре обсудим более подробно и точно поймем, круче S10 пикселя или нет. Что по ценам? В России у многих операторов и ритейлеров вся линейка S10 безусловно будет. Цены могут отличаться, и наверняка в будущем они изменятся. У кого-то будут одни, у кого-то другие, но стартует все с таких цифр. S10 будет стоить 68 990 рублей, S10 Plus 76 990, а конкурент iPhone XR S10e обойдется в 56 990 рублей. Цена, скажем, прямо не маленькая, но не больше, чем iPhone, и самое главное, есть подарки. Приятно, что все операторы за предзаказ будут дарить новые наушники Galaxy Buds, но самые крутые подарки будут у МТС. Это в первую очередь те же самые Galaxy Buds, которые отдельно стоят 9900 рублей. В приложении МТС Кэшбэк будет кэшбэк до 4000 рублей в зависимости от телефона, который действует для абонентов всех операторов. Эти деньги можно будет потратить на оплату услуг связи или на покупку товаров в салонах МТС. Дальше скидка 10% на фирменные аксессуары Samsung, беспроводная зарядка, часы Galaxy Watch, чехлы и так далее. Ну и, наконец, скидка по трейд-ин. Можно сдать старый смартфон Samsung, Apple, Huawei или Honor и получить скидку на S10. Естественно, в первую очередь это рекомендация, поэтому писать не надо, продался. И если брать, то в МТС, на мой взгляд, потому что подарков там больше всего. Ну и не забывайте, что не Ростест устройства, то есть те, что вы берете из-за границы, будут иметь некоторые проблемы. Левую прошивку, отсутствие Samsung Pay для России и так далее. Возможно, расскажем об этом в отдельном ролике. Ссылку оставлю в описании. Что касается версии на 1 терабайт, она появится в продаже чуть позже, и цена на нее неизвестна, но в России с вероятностью 99% она будет. Ну и осталась версия 5G. Непонятно, будет ли она в России. Выглядит еще круче, кстати, сзади уже 4 камеры, но про нее мы будем говорить отдельно.
Предварительно компанию Samsung в этом году можно похвалить, потому что, не побоюсь этого слова, получился идеальный смартфон. Никаких стрёмных вырезов, только камера в углу. И так топовый дисплей стал еще лучше, максимально яркий. Я не знаю, что сейчас ярче есть на рынке среди мобильных устройств. Стереозвук прекрасный. Оставили мини-джек, увеличили батарею, оболочку переработали. И сделали версию на 1 терабайт для извращенцев. В общем, создали все, чтобы смартфон понравился буквально каждому. Ну вот смотришь на смартфон, реально получился идеальный флагман, куда ни посмотри. Естественно, это первое впечатление. Пользуюсь им несколько дней, какой-то восторг присутствует, однозначно будем смотреть, что там дальше, потому что автономность, камеры, засорение системы, что для Samsung очень актуально. Как там дела со Snapdragon, потому что здесь Exynos стоит. Но на первый взгляд получилось супер, и чтобы вы не подумали, что это реклама, отмечу, что решетка динамика снизу стрёмная, элементы расположены несимметрично, поэтому вот здесь вот плохо, а так хорошо. Как вам мои новые адики? Напоминаю, кстати, про конкурс. Коммент, лайк и подписка. И все. Вообще все. Так что давайте.